Привет, это канал Go Fingerstyle, меня зовут Максим Ярушкин, и сегодня видео о том, как из обычной песни сделать классную. Давайте возьмем 4 простых аккорда. На эти 4 аккорда миллион песен. Можете придумать любую песню от No Woman No Cry до Knock Knock Knocking on Heaven's Door. По-моему, у Чайф есть что-то такое. Короче, аккорды C, G, AM, F. До мажор, соль мажор, ля минор, фа мажор. Мы берем их в качестве примера, на их месте могли быть любые другие аккорды. Первое, что мы можем сделать, это из простых трезвучий мажорных или минорных сделать септаккорды. В нашем случае вместо C можем сыграть C maj 7, убрав просто указательный палец. Вместо G G7, добавив пару нот. Вместо AM AM7 и вместо F F maj 7. Будет звучать либо так, либо вот так вот, если вы играете большим пальцем. Кстати, если вы не играете большим пальцем, то попробуйте, может вам понравится. Ссылочку на урок на большой палец я оставлю в описании. Так вот, с септаккордами у нас прогрессия. Превратиться в такое. Как maj 7 хорошо звучит, а? Если вы ничего не знаете о септаккордах, как вот это делать, конечно, вы можете либо погуглить, либо записаться ко мне на уроки. Но есть и другой вариант. Можно добавить случайные ноты. Они на самом деле не будут случайными. Попробуйте это сделать просто на слух. Экспериментируйте с любыми нотами. Например, на C давайте какой-нибудь поставим мизинец на первую струну. Прикольно. На вторую. Тоже прикольно. На третью. Тоже на самом деле прикольно, но в нашей прогрессии это получилось не очень прикольно, поэтому все нужно проверять на слух. Так, первую, вторую и третью уже попробовали, давайте с четвертой струной послушаем, что получается. Тоже прикольно. А если наоборот вообще не зажимать четвертую струну, тоже симпатично. В общем, я тут поэкспериментировал с этими случайными нотами, у меня получилось вот такое вот. Да, кстати, вы можете экспериментировать прямо во время исполнения одного аккорда, то есть в одном аккорде двигать какие-то ноты, пока вы его играете. Как можно поставить счет C? Можно поставить его вот так вот. А G можно поставить вот так вот. AM F. Если песня из этих 4 аккордов, а таких песен достаточно много, кстати, то вы, например, играете куплеты здесь. А припевы будем играть в новых формах. Кстати, если я буду играть в таких формах и добавлю немножко мелодическую линию, у меня будет как раз проигрыш из песни Jason Mraz I'm Yours. Он звучит так. В продолжении предыдущего совета, если вы нашли новые формы, где нет открытых струн, то вы можете использовать левую руку для глушения. Например, я сыграю предыдущий кусочек с глушением левой рукой. Правой рукой я буду делать то же самое. Кстати, о том, как это делать, как добиться ловкого глушения левой рукой, я рассказываю в отдельном уроке. Ссылка на этот урок будет в описании видео, так что не ленитесь, учитесь. Это классный навык.
Этот пункт достаточно сложный, потому что здесь нет каких-то точных рекомендаций, указаний. Общие рекомендации. Вы должны двигаться. Ну вот прям физически. Прям мотайте головой, корпусом, топайте ногой. Казалось бы, какая-то мелочь, причем здесь там нога и гитара, но ощущение, когда вы в движении, даст движение и в музыке. Так что это один из таких пунктов, которые многие недооценивают. Хотя не надо так. Emotions come from motions. То есть движение порождает эмоции. Скорее всего, когда вы начнете двигаться, то вы перестанете думать о том, так, здесь вверх или вниз играется, так, в какую долю глушить, где синкопу сделать. То есть для вас все это станет более естественным. Кстати, о синкопах. Давайте отойдем от наших привычных аккордов и вспомним песню Сэма Смита, которая называется You Know I'm Not The Only One. Там, кстати, тоже 4 аккорда всего. Так уж случилась наша отечественная музыка, что российские гитаристы 4 аккорда, как правило, складывают в квадрат. Или что-то более-менее квадратное. Например, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Наверное, так бы звучало You Know I'm Not The Only One, если бы она исполнялась кем-нибудь из русских рокеров. Ну или вот так вот. Но если я буду менять аккорды чуть-чуть раньше, примерно так. Помните о том, что музыка — это не только ноты, но и паузы. Поэтому играть меньше — один из отличных способов разнообразить вашу игру. И, в принципе, чередовать динамичные части с спокойными. Вернемся к нашим аккордам. И если бы здесь я захотел сделать что-нибудь приятное, с большим пространством, то я бы сыграл, наверное, вот так вот. Синкопа. И так далее. Еще один из способов, кстати, в том числе играть меньше, это играть пальцами. Потому что так вы играете по всем 6 струнам, а пальцев у вас всего 5, но используем там и 4, поэтому по 4 нотки оптимально, может даже по 3. Это почти арпеджио, то есть перебор, но более ритмичный. Например. Как вы слышите, я уже немножко залез в следующую тему. Следующая тема — это басовые переходы. Это очень классная штука, она непосредственно связана с пальцевой техникой, либо вы должны очень классно глушить. Насчет пальцевой техники, если басовыми переходами я бы сделал бы вот здесь вот примерно так. Про то, как конкретно это делать, у меня есть отдельный урок. Он называется «Как играть бас в фингерстайле». Ссылочка в описании или у вас на экране. Моя любимая тема — это добавить перкуссии. Я уже немножко добавил. Вот этот удар — это такой перкуссионный призвук, но кроме него есть еще. Например, можно делать бочку. Либо... И даже внутри перкуссии тоже можно, конечно же, создавать разные динамики, разные движения. Например... Все о перкуссии, от простой, типа вот этот щелчок,
до сложной, типа как я только что сыграл, вы можете найти в моем обучающем курсе по перкуссионному фингерстайлу. Ссылочку на него я тоже помещу в описании, и, возможно, она тоже материализуется у вас на экране. Я надеюсь, эти советы вам пригодятся. В чем их прелесть? То, что они в меньшей степени направлены на то, что играть, и в большей степени на то, как играть. То есть вы можете уже сейчас взять свою гитару в руки, вспомнить песню, которую вы уже играете. Возможно, это No Woman No Cry, или I'm Yours, или что-нибудь из Чижа. В любом случае, берете и применяйте один из этих советов уже к тому, что умеете. И ваша игра преобразится, я надеюсь. Если вам понравилось это видео и советы оказались полезными, то не забывайте делиться этим видео. Обязательно подписывайтесь на GoFingerStyle, ставьте большой палец вверх. И пишите в комментариях, что вы вообще думаете насчет этого разнообразия. Может, какое-то, лишнее. А может быть, вы как-то нашли свой способ разнообразить. Если нашли, поделитесь им. Я думаю, будет интересно всем. И до новых встреч на канале GoFingerStyle. Пока!